В США обсуждают возможную смерть Путина. Удары по Кремлю и Киеву. Арктическую бригаду российских вооруженных сил перебросили в Беларусь. Зачем Москва отправила одно из своих наиболее подготовленных подразделений в соседнюю страну? Путин оказался под огнем всего в 50 километрах от границы с Украиной. Об этом сделали официальное заявление в Москве. Тем временем, Трамп игнорирует ракетные обстрелы между Россией и Украиной и делится в соцсетях историей про атаку «Лебедя». Его поведение стало предметом критики в западных СМИ. Американские эксперты начали говорить о возможной кончине Путина. Бывший сотрудник разведки США считает, что российский лидер может закончить свою политическую карьеру так же, как Гитлер. Обширное интервью, в котором он рассуждает о слабых сторонах Кремля, активно распространяется в западной прессе. По информации The Sun, ссылающейся на специалиста по безопасности и бывшего шпиона Дэвида Карстенса, Путин ощущает уверенность из-за того, что США не проявляют долговременной решимости в вопросе помощи Украине. Кроме того, по его мнению, в позиции Евросоюза уже появились первые признаки разобщенности. Однако Карстенс предупреждает, что 2025 год может стать критическим не только для Киева, но и для Москвы. Ресурсы армии не бесконечны. Вторая угроза – шаткое экономическое положение, которое может усугубиться в случае резкого падения цен на энергоносители. Третья – потеря поддержки внутри ближайшего окружения. И, наконец, четвертая – ключевая угроза. Карстенс, бывший офицер военной разведки США, отмечает, чтобы понять последнюю и главную опасность для Путина, стоит обратиться к истории. Он не уверен, что российский лидер осознал, чем чревато чрезмерное военное расширение. Силы РФ чрезмерно растянуты на территории Украины, и это напоминает стратегическую ошибку Гитлера, погубившую его амбиции в Европе. По мнению Карстенса, Путин оказался в аналогичной ситуации, застрял в конфликте, который не способен стабильно поддерживать. Это и есть его ахиллесова пята. Тем временем в России признают, ситуация серьезна, на Путина действительно могли устроить покушение при помощи беспилотников. По утверждению официальных лиц, инцидент произошел на прошлой неделе, когда президент прилетел в Курск, находясь всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По заявлениям из Москвы, вертолет Путина оказался в зоне активных боевых действий и едва не стал целью атаки. Однако, как сообщается, десятки беспилотников, направлявшихся в регион, были сбиты. Командир ПВО Юрий Дашкин заявил, что в момент пролета президентского борта интенсивность атаки заметно увеличилась. По его словам, военные одновременно вели воздушный бой и обеспечивали безопасность вертолета. Операция прошла успешно, все дроны были уничтожены. Тем не менее, не все удары с обеих сторон удается отразить. В последние дни Москва и Киев продолжают обмениваться атаками. Эта ночь не стала исключением. Идут параллельные массированные обстрелы. Украинские беспилотники добираются до Московской области и наносят удары по объектам в других частях России. В ответ РФ используют не только дроны, но и баллистические, а также крылатые ракеты. В это время Трамп предпочитает молчать. Президент, когда-то мечтавший стать посредником между Зеленским и Путиным, не высказывается по ситуации. The Guardian подчеркивает, что его молчание только усиливает критику в его адрес. После двухчасовой беседы с Путиным в прошлый понедельник стало ясно, что российский президент продемонстрировал свое равнодушие. Между тем, разведка США прогнозирует продолжение активных боевых действий в ближайшие месяцы. После этого разговора Путин приказал создать зону безопасности вдоль восточной границы Украины. На странице Трампа в соцсетях совсем иные темы. Он рассказывает о нападении «Лебедя» на своего друга. Вот, что опубликовал американский лидер, пока велись взаимные удары. Дональд Трамп. Я всегда говорил, что гольф – это травмоопасный спорт. Моего друга укусили в Бедминстере. Единственным, кто прокомментировал военные действия, стал специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог. Он призвал прекратить огонь. Кит Келлог – это Киев. Хаотичное убийство мирных жителей в их домах по ночам, прямое нарушение Женевских протоколов 1977 года. Эти атаки отвратительны. Их нужно немедленно прекратить. Европейские политики оказались более решительными. В МИД Эстонии заявили, что у международного сообщества есть все инструменты для того, чтобы остановить Путина. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии. Очередная ночь, когда Россия продолжает свои попытки стереть Украину с карты мира с помощью роя беспилотников и ракет, в том числе баллистических.
Путин не остановится, пока давление не станет критическим. Именно мы можем заставить его остановиться. Схожую позицию озвучила и заместитель главы Еврокомиссии Кая Каллас. По ее словам, чтобы положить конец войне, необходимо усилить международное давление на Кремль. Спасибо, что остаетесь с нами, поддерживаете лайками и делитесь мнением в комментариях. Все новости недели собраны в плейлисте. Переходите и смотрите. До скорой встречи!